Я приветствую вас, представители знака зодиака Скорпион. Таро расклад. Знаки судьбы. События до конца марта. Как меняется ваша реальность? Давайте узнаем, что скоро случится или произойдет, как минимум до конца марта, или что скоро будет меняться, в какой сфере жизни. Возможно, какая-то правда неожиданно откроется. Или это будет ваш внутренний инсайт, когда у нас глаза открываются, буквально мы понимаем, что какая-то тема не может быть продолжена. Или мы меняем мнение в отношении конкретного человека. Одним словом, куда вас заведет судьба? Знаки судьбы, как подсказки высших сил. Что вам важно знать или важно услышать? Конечно, останемся реалистами, всегда говорю об этом. Любой таро-расклад, таро-прогноз, он ведь не расскажет о личной истории каждого из вас. Мы вместе с вами размышляем, допускаем развитие альтернативных вариантов событий, и где-то нам это помогает не быть непримиримыми, а допустить, что жизнь не бывает полностью предсказуема. Наша задача адаптироваться к какой-то ситуации, раз уж нам с вами довелось проживать в эпоху перемен. Первая карта у нас будет так и называться «Что скоро будет?». И ретроградная Венера, которая присутствует в нашей жизни, неважно, что это не ваша планета-управитель, но Венера – это наше благополучие, вопросы денег и вопросы взаимоотношений. До середины апреля ретро-движения нам могут возвращать как и людей или какие-то ситуации. Может быть и по работе, кстати, если мы говорим о деньгах, потому что Венера – это и любовь, и деньги одновременно. Итак, что же скоро будет? Что вы, возможно, вычеркнули из своей жизни, а к вам это возвращается? Нам могут как пространство и Вселенная вернуть ситуацию саму по себе, потому что мы в ней должны тоже разобраться, что-то расставить по местам. Мы могли иметь прежние какие-то взгляды, устремления, а здесь мы порядок должны навести в собственной жизни. И, может быть, будет то дело, которое вам нужно завершить как раз. И это тоже будет где-то по ретро-Венере. Но, может быть, и конкретный человек, когда расстроились какие-то связи или контакты завершились неожиданно. Но здесь могут к вам вернуться люди или какая-то тема, которая вас интересует. Если у вас, допустим, свой бизнес или личное дело, вы можете и начать как таковое. Вторая карта, в чем вы поставили точку, а оказалось многоточие, по крайней мере, это нужно будет продолжить, как минимум до конца марта. Кто или что вернется. И что прояснится или какая правда откроется. Чем это вам поможет? Знаки судьбы. Что будет меняться? И в чем этот знак состоит, как подсказка высших сил? И у нас первая карта знаки судьбы, вторая как знак судьбы. Какие обстоятельства жизни вас точнее могут натолкнуть именно на либо переосмысление, либо на первые предпосылки того, что что-то в этой области будет меняться. Итак, первая карта, что же скоро будет, что вы, возможно, вычеркнули. Четверка монет – это, по сути дела, когда мы все сохраняем. Четверка монет – это наше благополучие, это определенный достаток. Я не могу сказать, что вы вычеркнули, но, может быть, была какая-то тема, которую вы не могли поменять. Или по четверке пентаклей мы, знаете, имеем, как какое-то устремление. Мы уверены в себе, что это правильно. Или мы уверены в том, что нам довелось заниматься каким-то вопросом. И мы больше себя настраиваем, что мы это будем продолжать. А тем не менее нам говорят, что вы могли вычеркнуть. Вы вычеркнули как какую-то возможность это изменить. Или изменить свою жизнь. Вы для себя избрали какую-то траекторию, иными словами. И когда мы избираем что-то одно, это значит, мы от чего-то отказываемся. Потому что четверка – это всегда стабильность. Мы были уверены, что вот так, либо этим мы должны заниматься, продолжать, как я уже сказала, или именно в этом ключе будут развиваться события. А здесь что-то меняется. Причем четверка пентаклей. Здесь не есть как событие извне. Нет, мои дорогие скорпионы, это вы сами что-то передумываете. Потому что вот именно как вот для вас прежде была какая-то догма, скажем, или была та позиция, в которой вы даже не сомневались, может быть, даже из лучших побуждений. Теперь вы приходите к выводу,
а зачем я в этом участвую? И это будет каким-то образом затрагивать, поскольку у нас монеты, это будет затрагивать вашу финансовую сферу. И почему? А потому что вы видите, либо нет отклика у конкретного человека, либо нет отклика, может быть, по работе, и то, что вы думали стабильно, неизыблемо, скорее всего, будет претерпевать изменения. Но эти, повторюсь, изменения не извне, они именно будут основаны на каком-то вашем новом решении, потому что вы видите, а нет смысла что-то продолжать. Но это как глаза у нас открываются. Или мы, словно, знаете, держались за определенных людей. Или люди держались за нас. Кто знает, правда, тут сразу и не разберешь. И если эта ситуация тянется какое-то время, или аналогичное что-то, может быть, по части работы, мы тоже думали, это стабильно, незыблемо, либо нам тут что-то надоедает, вот просто надоедает. И мы понимаем, что, ну нет, коррективы все-таки вносить придется. Давайте откроем вторую карту. В чем мы думали, как раз поставили вы точку, а будет многоточие. Чего это может касаться? Ну точно. Что-то вы тут передумываете. Туз жезлов, ведь это, можно сказать, как внутреннее решение. Кстати, это может быть связано с получением информации или поведением конкретного человека. Как знаете, один пункт, один день, один какой-то момент. А у нас глаза вот за этот период очень быстро открываются. Или мы понимаем, да, действительно, либо надеялись, не на тех, ставку поставили не на того, будем говорить, и я отнюдь не про лото или про игру. Я имею в виду, как наше устремление и какие-то партнерские отношения. Так мы думали, что и планы мы какие-то поставили, и они были абсолютно, мы были уверены, что они правильные, какие-то надежные. А здесь нет, открылись глаза, и вот по тузу жезлов именно в этой колоде карт у нас как жизнь делится на период до и после. Не хочется что-то продолжать. Более того, период непростой. Почему? Потому что то, что нам после придется пройти, у нас на заднем плане показан вулкан. И то, что изображено на карте на заднем плане, это где-то наше будущее. То есть нужно быть готовым к тому, что с нами могут не соглашаться. Мы можем столкнуться с такими, впечатляющими эмоциями по части других людей, когда, возможно, мы объявим, что мы выходим из какого-то дела или завершаем какие-то отношения. И поэтому, может быть, хамелеон, который вам указан там же, где и жезл, это как нас осенило, будем говорить, или у нас открылись глаза, мы одновременно понимаем, что нам приходится договариваться с хамелеонами. Поэтому быть гибче, манипулировать придется, потому что на кону что-то важное. И что-то должно быть продолжено. Или просто должен быть наведен в чем-то порядок, мои дорогие скорпионы. Какая же правда откроется, мне очень интересно. Двойка монет – это явно какое-то продолжение истории, либо по части партнерских отношений чаще всего так идет. И это причем могут быть люди, которые мы знали очень давно. Два знака, именно Козерогам это соответствует. И если здесь это у нас Солнце в Козероге, то по двойке монет мы можем говорить о тех партнерских отношениях, которые мы считали надежными. У нас здесь Юпитер. Юпитер все преувеличивает. И он может преувеличивать или мог преувеличивать значение конкретного человека в нашей жизни. И мы чувствовали, что мы кому-то обязаны. Или мы должны продолжать, опять же, какую-то историю. Перезагрузка, правда, период до и после. И, может быть, это вы будете узнавать как какую-то, или сами наводить, кстати, по части конкретного человека справки, что-то детализировать. Вы хотите определиться, кто-то хочет определиться, обманывают меня или нет. Мы ведь задали вопрос, какая правда откроется. И по части конкретного персонажа может открыться правда. И мы вдруг прозреваем, что мы шли не туда. Или что-то мы думали, мы были идеалистами, а где-то вы, мои дорогие скорпионы, вы, правда, есть такой момент, вы можете идеализировать, потому что вы сильные люди, вы чаще основываетесь на том, как бы вы не поступили. Если для вас, это как бы по морали, но никаким образом не годится, и вы могли предполагать, что точно так же думает и другой человек.
А кто знает, а может быть, человек имел какие-то свои намерения. Вот по двойке монет все же, если мы говорим о партнерских отношениях, вот в первую очередь я вижу так, какая-то перезагрузка у вас точно будет происходить. И это будет сопряжено либо с информацией, либо буквально у вас открываются глаза. И это и делит жизнь на до и после. Давайте посмотрим 3 карты, как знаки судьбы. С чем-то это может быть связано, но дальше я продолжаю. Действительно, посмотрите, вы устали, вы просто устали, либо от кому-то какой-то помощи или в чем-то участия. Когда вы забыли на какой-то период сами о себе, а у нас здесь идет стрелец и опять же Юпитер, ну, как гнет наших догм или наших постулатов, или какого-то шаблона, мы вот именно под шаблоном. И мы были уверены, что мы либо кому-то что-то должны. Конечно, кто-то мог быть уверен, что и вам кто-то должен, тут тоже могут глаза открыться, но перезагрузка, она присутствует. И тут будет самое главное, ведь Юпитер – это провластная планета. Может быть, где-то себе не навредить по части законов, на что-то не согласиться или не подписать какую-то важную бумагу, которая вас вергнет в дополнительные обязательства, будьте внимательны. Наверное, отправная точка или как знак судьбы, вот это ваша усталость. Или то, когда вам что-то надоело, как я говорила. И это как подсказка. То есть вам не кажется, мои дорогие скорпионы, это действительно подсказка высших сил. Подумай, скорпион, а нужно ли тебе это продолжать? 10 жезлов – это какая-то многозадачность. Причем это та многозадачность, когда мы взвалили на себя где-то добровольно груз заботы, и вот мы тянем. Но мы-то уже ни конца, ни края этому не видим. А самое главное, мы не видим, а что из этого получится. Но мы на этот период жизни, мы себя изрядно успели подзабыть. И вот это должно быть завершено, потому что 10 жезлов – это действительно какое-то окончание. Давайте посмотрим, как знак судьбы действительно окончание. 3 мечей, опять же, продолжается тема, посмотрите, Юпитера. То есть есть какая-то взаимосвязь, может быть, по законам, когда вы даже из лучших побуждений, может быть, и прежде уже подписали какие-то документы и чувствуете себя обязанным. Или это ваше чувство долга, по Юпитеру это расширяется, как бы гипертрофируется и несколько искажает наше восприятие. А тут на самом деле мы должны сами себе, мы должны реализовать что-то важное для нас, для вас, мои дорогие скорпионы. И вот этот Юпитер, вот тут Юпитер и в весах. А весы – это всегда правда, это баланс, это закон, мои дорогие. И вот тут против закона. Вы думали, что вы поступаете, допустим, по закону, вы действуете из лучших побуждений, а мы приходим или сталкиваемся с такой ситуацией, когда это предательство. Предательство может быть, и по этой карте это то, что уже произошло. Это не вот в этот период времени. Это уже отголоски какого-то предательства, на что мы прежде закрыли глаза. Или, может быть, мы и не закрыли глаза, но мы словно находились в какой-то период в стопоре, потому что вот эта душевная боль, несогласие с чем-то либо с кем-то, это очень сильно жило в нас, о себе внутренне постоянно, вот как рана, да, которая не может зарасти, она постоянно болит и словно обновляется, что-то травит эту рану, как может быть в виде наших воспоминаний, но и мы-то сами свою жизнь ставим на стопор, когда мы сталкиваемся с какой-то, либо непримиримостью, либо с какими-то, как несправедливостями, мои дорогие. Но так или иначе, вот этот жизненный урок вам был зачем-то нужен. Может быть, конкретный человек вам был нужен, и вы будете делать выводы до конца марта. Что же мне с этим делать? Вы будете расставлять все по местам. Вам как раз захочется избавиться от этого негатива, потому что уже как будто чаша терпения переполнилась. Но по 3 мечей это, знаете, наше абсолютное беспристрастное видение. То действительно у вас что-то должно быть завершено именно из разряда либо от того, чего вы устали, мои дорогие, то, что вам надоело, или из разряда того, что было, по вашему мнению, несправедливо. Вы вот этот именно должны баланс в самом себе найти. И тогда вот эта жизнь на до и после. И если даже, я могу предположить, какие-то партнерские отношения завершатся, 2 монет, придут другие.
У вас какая-то перезагрузка по части, может быть, вашего окружения, социума, ближнего, дальнего происходит. И по тройке мечей, это ведь, если предательство было, то это всегда конкретный человек. Или какая-то деструктивная, пусть это не совсем предательство, но деструктивная какая-то ситуация, обстановка, когда мы какое-то время в стопор приходим от этого. Мы не можем действовать, мы не можем двигаться, мы долгое время вынуждены обдумывать, снова и снова себе задавать вопрос, это так происходит на автоматизме, почему это произошло со мной? Или ну как мог поступить этот человек? Вот так, некрасиво, нехорошо, неправильно, но от этого ничего не меняется. И даже если мы длительное время в подобных эмоциях находимся, им тоже рано или поздно приходит конец. И вот что-то подобному до конца марта как раз конец и приходит. В чем-то вы и ставите эту точку. Или, мои дорогие скорпионы, вы просто получаете какую-то информацию более ясную, более конкретную. Или сами в какой-то ситуации, может быть, видите конкретного человека и понимаете, что нет. Вот я тоже ставлю точку. Завершаете вы что-то определенно. Давайте посмотрим. Ну вот давайте будем честны. Есть какая-то жертвенность с вашей стороны. Или была, может быть. И она тоже должна быть завершена. Аркан повешенный. Почему я говорю про жертву? Потому что мы себя погружаем как на глубину какого-то тупика. Мы что-то из знак Нептуна. Не случайно Нептун. Эмоции, мои дорогие. А у нас не Нептун, это планета-управитель рыб. А у нас сейчас лунные узлы находятся как раз северный лунный узел в знаке рыбы. И это то, что мы считаем для себя правильно. Это то, что мы должны продолжать. Но это строится на наших эмоциях. Это только эмоции или наши, наша мораль, если хотите. Наши какие-то убеждения. Так вот эти убеждения нас могут словно вот в такое подвешенное состояние и ввергнуть, поэтому это и необходимо пересмотреть в реальности. Причем жезлы, дела, работа, бизнес и деньги. У кого-то пусть это даже межличностные отношения, но в конечном итоге они сводятся либо к деньгам, либо, может быть, какое-то сотрудничество по работе. Но так или иначе, вот эта пауза или какое-то самоотречение, мои дорогие скорпионы, с вашей именно позиции, оно должно быть завершено. И пока вы это сами не сделаете, за вас это никто не сделает. И здесь мы какое-то время, может быть, мы и находились словно на глубине вот этих эмоций или наших представлений. Но теперь мы понимаем, всплывать пора к солнцу, на поверхность, где больше воздуха, где больше света. Потому что какой-то период вы словно себя могли в мрак погрузить. Очень странно. Я вспоминаю предыдущие расклады, ничего подобного не было. И, кстати, мои дорогие скорпионы, ведь для вас очень добрый период времени, 2025 год. Это не избавляет от каких-то сложностей, но в целом это добрые энергии. Но, видимо, есть какие-то перезагрузки, как переосмысление. Давайте мы спросим, с чем это будет связано, потому что все три карты, ну, как будто об одном и том же говорят. Давайте как еще одну подсказку. Вы знаете, в вашей жизни есть люди, безусловно, которые тоже одевают маски. Есть и тот человек, который, ну, может пытаться где-то, одевая маски, говоря вам то, что вы хотите слышать, или призывая вас к какой-то морали или участию в чем-то, он тоже где-то недостаточно искренен. Это для кого-то одного, допустим, проиграется так, а для других конкретные какие-то препоны, которые, может быть, выражаются в противодействии третьих лиц или когда вас уговаривают. Тройка кубков в конечном итоге – это всегда праздник, мои дорогие. Поэтому у вас карты вам и говорят: Скорпион, профильтруй свою жизнь. Или как минимум какие-то, ну, есть контакты. Может быть, одна какая-то персона в вашей жизни, по поводу которой вы не должны заблуждаться. Или, может быть, слишком много вашего участия. Возможно, это прежняя какая-то перезагрузка, может быть, прежние партнерские отношения, которые вы еще где-то находитесь, да, вот в этих воспоминаниях. Значит, с этим тоже нужно завершать, и тогда на пороге будет другой совершенно партнер. Иными словами, вот этот праздник вы должны себе позволить. Основная тема – выйти как из
усталости буквально или с какой-то многозадачности, выйти из разрушительных отношений, неважно, чего это касается, само по себе переломить какую-то, ну, может быть, или обстановку, которая выражается больше, ну, на обстановку, понятно, мы не действуем, а вот на отношение к ней мы можем поменять. И в итоге, как только вы завершаете какую-то ненужную философию, у вас тут все встает на места. Иными словами, было на голове, а здесь у вас станет на ноги. И вы уже как раз практически на поверхности. Вы уже видите это солнце. Да, это потребует определенной сложности. Почему? Потому что жизнь на до и после. Но после, пусть даже этот вулкан, но есть еще и праздник. Где-то карты вам еще и подсказывают следующий момент. Юпитер. У вас много было карт, которые символизируют именно Юпитер. Хотя у нас начинается Солнце в Козероге. Козерог – это Сатурн. Это то, что где-то, опять же, наша догма или то, что мы считаем правильно, законно, буквально по бумагам, может быть, участвовать в жизни кого-либо или брать на себя, опять же, ответственность или сделать что-то по закону. Но в итоге нам это не дает возможности двигаться. И у нас мы видим знак рака. И я должна сказать, что Юпитер, он у нас летом уже будет стабильно находиться в знаке зодиака Рак, в первом доме гороскопа. И это прекрасный период, потому что для всех знаков зодиака стихии воды – это прекрасное время где-то к самореализации или более доброй энергии в отношении и вас, мои дорогие. И поэтому вот этот праздник вы можете, если мы говорим события до конца марта, я могу предположить, что какая-то ситуация вами не быстро может быть разрешена. До конца марта вы примете какое-то решение, но вам потребуется еще некоторое время, чтобы разрулить какие-то либо отношения, либо обстановку. Иными словами, вот этот хамелеон вам потребуется как подсказка, потому что и с вами-то ведь тоже одевают маски, но оттолкнуться от того, что же для вас, мои дорогие, важно. А как раз карта будет говорить о том, что у вас и получается больше возможностей или больше информации, когда уже где-то с летнего периода будут более добрые энергии в отношении вас самих или вашего знака зодиака, когда больше свершений. Или, может быть, для кого-то из вас разрешится окончательная ситуация, которая была связана, когда третий лишний, иногда это тоже проигрывается. В конечном итоге где-то летом ждите праздник, я могу сказать и так. Но, видимо, для вас конец марта или даже если мы о ретроградной Венере, как минимум до середины апреля, вы сами должны понимать четко, что вы будете продолжать, а в чем вы поставите точку. С чем это может быть еще связано? Луна. Это наше ошибочное мнение, это может быть ошибочное восприятие. Почему? Могут быть и тайны, и тысячи неопределенностей. Это есть как очертания, или это те очертания, которые нам кто-то обрисовывает, или хочет нас, ну, где-то ограничить определенным шаблоном, иными словами, чтобы мы не располагали какой-то информацией, или мы что-то не видели, с чем-то согласились, не обратили внимания, но все-таки всегда по аркану Луна мы должны сохранять себя самих. Эта карта, безусловно, интуиция. Поэтому, мои дорогие скорпионы, для кого-то из вас и правда вы будете прислушиваться к собственному голосу шестого чувства, к своей интуиции, как правильно поступить. С другой стороны, вы не должны собой рисковать. Всегда выпадает, когда выпадает этот аркан, я часто говорю, примите во внимание, к примеру, вы не должны находиться в толпе. И если есть фраза «меня несет толпа», знайте, вам в другую сторону. Здесь больше на самосохранение весь этот период. И значит, это вам для чего-то нужно. Как и не согласиться с теми персонами, которые в маске. И не обустроить кому-то праздник, а наоборот, сделать этот праздник себе. И, может быть, перевернуть какую-то историю для вас в плюс. Так и выйти из подвешенного состояния, из каких-то обязательств. Для вас определенно благое дело. Что же это может быть еще? И вот, наверное, из этих трех кубков, если не случайно, два, как будто они нам понятны, и двойка кубков – это карта любви. Опять же присутствует, обратите внимание, знак рака. И мы с вами говорили, что летом более такие добрые энергии. То здесь мы уже с вами видим знак Венеры в раке.
И это все вопросы, которые касаются вашей личной жизни, вашей любовной истории. Даже если вы один или одна, вполне вероятно, летом вы можете встретить партнера и завершить свое одиночество. Тут жизнь для вас будет играть новыми красками. Но значит, вот этот период марта вы должны определиться, куда же я иду. Я хочу быть счастливым. Вот это самое главное надо себе сказать. И я хочу быть любимым или любимой, неважно. Вы можете большего взаимопонимания достичь со своим партнером для тех, кто в браке или в партнерских отношениях. А если вы один или одна, встретить такого доброго, искреннего человека, который вам будет, ну, как добрым подспорьем. Тот, который будет к вам относиться именно искренне, любить вас за то, какой вы есть или какая вы есть. Не использовать вас, а одновременно это еще и дает возможность обустроить свое жилище, свой теплый, уютный дом, чувствовать больше защищенности, надежности. Я должна сказать, вот эти энергии для вас будут очень важны, особенно во второй половине года. Вы должны это перенести, как в 2026 год. Как и уверенность, так и вопросы, когда решены, может быть, по недвижимости или месту, где вы, куда вы, точнее, приходите отдыхать, где вы приводите, ну, и мысли в порядок, так и организм, да, буквально даете себе вот этот отдых. У вас не должно быть деструктивной буквально еще ситуации дома, потому что со знаком рака очень часто с учетом Венеры проигрывается еще наши дела домашние. Может быть, некоторые вопросы у кого-то по части вашего дома, куда вы возвращаетесь отдыхать, тоже не решены. Но вот, видимо, вы с чем-то определяетесь и потом шаг за шагом обустраиваете свое благополучие. Когда, иными словами, вот эта четверка монет, она действует, или вот это солнце в знаке Козерог, когда больше уверенности для вас самих и больше надежности, больше радости. Но со всеми хамелеонами вы сумеете договориться. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы, неожиданный расклад. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.